Друзья мои, всем огромный привет! Посмотрите, что здесь происходит в моих джунглях. Так я называю эти полки с хвоями. Ундулата в очередной раз решила меня порадовать своим цветением. И мне кажется, что корзиночка немножко поскромнее, чем в прошлый раз. Но все равно я жду с огромным нетерпением ее очередное цветение. Вот расти она не собирается, а цвести она всегда готова. Соседки ее на полочке пока не цветут. Это Финлайсони, Long Leaves. Она растит, ой, такие с обратной стороны опушенные, приятные на прикосновение листья. И вот там я вижу, уже формируется новая пара листьев. И здесь вот такой маленький чудный листочек. Так, а кто здесь потерял свои цветочки? Если вы смотрите мои видео, вы помните цветение этой прекрасной хои Акуты вариегаты. И вот все. Цветонос подарил нам букет и осыпался. Так бывает. Но зато начался рост новых красивых листьев. И это мне нравится. Чуть дальше Потси Сплэш тоже пока не побаловала меня букетиком. Но очень хочется посмотреть. Посмотрите, сколько усов в разные стороны они здесь у меня растят. Скоро вы меня не найдете в этих зарослях. А смотрите, чей это там букет. Удивительно. Но по букету можно определить, что это хоя калистофила. И это ее характерное начало цветения. Ну, пока это еще бутонизация. Сейчас мы и до нее доберемся. Это она здесь на верхнем этаже пустила свой длинный ус вот сюда. Это ее проделки уже под потолком. Остальные хои Финлайсони устремила свой ус сюда. А вот эти все усы, это все усы. Ой-ой-ой, они прям серьезно решили захватить мою квартиру. Скоро будут у соседей, ребята, караул. Здесь, смотрите, моя обожаемая каудата, которая сильвер. Но она здесь у меня такая больше ред. Посмотрите, какой загарчик у нее. Хоть лампы и горят немного часов в сутки, я бы сказала, мало часов в сутки, но она все равно у меня здесь умудряется загореть. У всех она зеленая, а у меня вот такая красная. Так, я посмотрю, надо поливать или нет. Мне ребята спрашивали, как я ухаживаю за хоями. Очень просто. Я раз в несколько дней... Ой, вот здесь цветение. Надо убирать сегодня на полке. Проверяю на предмет их сухости. Как они, влажные? Пора их поливать или еще рано? Вот сегодня я вместе с вами как раз и посмотрю. Эту еще не надо поливать. Эту тоже. Тут нужен индивидуальный подход в этом непростом деле. Здесь тоже я определяю навес. Я знаю, когда горшок мокрый с грунтом, а когда он сухой и легкий. Здесь, кстати, еще один цветонос формирует каудата. Так, а здесь у меня очень интересная, забавная история с клеменсиорумом. Вы все ее знаете. Этот огромный ус начал наконец-то давать новые листья. Это клеменсиорум Индонезия, который цвел у меня. Есть видео на канале. Он у меня вырастил и продолжает меня запугивать своими длиннющими усами. Вернее, ус один, но он уже, смотрите, какой громадный. И вот он здесь, на этом междоузлии растит
Еще один лист. К сожалению, я не могу развернуть. Я разверну только камеру. Это еще совсем юный листик. Посмотрите, какой он. А с этой стороны уже подрастает листик, и он набирает размер. Потом он будет со сплэшиком. Вот этот уже сформировался и стал таким жестким. Но второго листика он здесь пока не выдает. Чуть пониже лист сформировался, тоже вот такой, но он еще тоже в росте. У него край, как у консервной банки. Можно пораниться об него. Ну и вся эта конструкция клеменсиорума держится на этой хрупкой хоечке, которая называется Николсоне. Очень я ее люблю. И, кстати, она очень часто любит и немало попить. И когда она уже прям понимает, что на нее внимание никто не обращает, она своими листиками показывает. Листики теряют тургор, они становятся как тряпочки. Но сейчас они в ресурсе, как модно сейчас говорить. Она в ресурсе, ее поливать не надо пока еще. Но я тоже приподниму горшочек. Я хочу ее пересадить. Вот у нее такой длинный ус. Вот здесь он параллельно с клеменсиорумом вот так растет, но уходит в другую сторону. Видите, как здорово. Я хочу ее тоже облагородить, посадить ее в горшочек с автополивом, чтобы она имела доступ к водичке 24/7. Она у меня загоражка. Обычно вот такие листики у этой хвои мятные. Но она вот так красиво загорает, и этим она мне нравится. Вот здесь я срезала много черенков с нею, делилась, девчонки, с вами. Так, вот это чей ус, спросите вы? Чей? Кто здесь еще? Чей это ус? Это ачех. Ачех растит вот такую малышню, вот такие маленькие листочки со сплэшиком. Это тоже клеменсиорум, но немножко другой. Я часто вам его показываю, он тешит меня. И тоже вот такие вот, видите, края у него листика. Он у меня уже большой, но этот больше. Этот вообще громадный, высокий. Хотя сидят в одинаковом объеме грунта. А я стою на лесенках в своих симпатичных тапочках. Так, что вам еще, девчонки, показать? Кто у меня сегодня на рассмотрении, на обзоре, как вы скажете. Вот моя хоя калимантан. Калимантан собралась цвести, вы уже это поняли. И то был ее ус на втором этаже. А этажом ниже сама владелица этого уса. Красивенная, симпатичная и несравненная хоя калистофила. Да, правильно я сказала. Калистофила калимантан. И вон там, посмотрите, второй цветонос, который уже весь в цветочках, уже радует вовсю. Посмотрите, какая-то прелесть. У нее очень тонкий вечерний аромат. А вечерний, потому что он вечером появляется. И я люблю слушать этот аромат. Это специи и что-то цитрусовое. Ну, так кажется мне, так слышится мне. И мне нравится вот эта круглая форма самого цветоноса. Не цветоноса, а букета. Цветонос — это просто маленький отросток. А на нем вот такие красивые бутоны, которые формируют правильной формы шарик, мячик. Вот такие мячики в этот раз один, второй, и там вы видели сверху, среди листвы, вон там третий, который будет ароматить чуть позже. Ну, здесь что у меня? Здесь за клеменсиорум у меня наконец-то нашел свое пристанище и наконец-то начал свой рост свой более активный, начала хоя манипуренсис фила. Я очень этому рада. Посмотрите, какая интересная у нее форма листика. Она в виде треугольников.
Я решила, раз ей здесь нравится, и она даже варигатность здесь проявляет свою, пусть будет здесь. Вы знаете, очень непросто часто бывает найти подходящее место для растения, чтобы оно росло и развивалось именно в этом месте так, как нам хочется. Или так, чтобы ему было комфортно. Так, здесь у меня, я вам рассказала про Финлейсони прекрасную, очаровательную. Рангсан. Кстати, Рангсан очень прекрасная хвоя с прекрасными листьями. И вот я вижу этот прекрасный ус, который куда-то устремился, надо его искать. Надеюсь, он найдет дорогу куда-то вовне. Так, ну и здесь, значит, у меня тоже проблема с усами. Вот такая вот картина. У хвои Гунинг Гадинг. В переводе гора слоновой кости, которая вот здесь прям, вы знаете, так величественно расположилась на этом стеллаже. Но места ей, видимо, не так уж и много, раз она решила пойти куда-то в другую сторону. Я жду, надо будет, а что я жду? Надо будет браться и прикреплять ее непослушный ус на опору. Ну и хочу вам показать еще одну красавицу, свою каудату Gold. Я ее покупала как Gold, возможно, это Orange Flower. У нее цветение именно оранжевых цветочков, таких желтеньких. И вот моя радость, выдала ус, который уже обращивает листочками. Многие, знаю, хотят ее приобрести у меня. Этот ус не имеет никаких ограничений, я его не трогаю. Немножко он здесь, вот здесь лежит, на калимантан, на калистофиле. В общем, я разрешаю ей все. Я ее даже не кручу, никуда не поворачиваю. Она почему-то пошла вон туда, в комнату. Она пошла в комнату. Я не знаю почему, но она туда пошла. Она вся в цветоносах. Вот обратите внимание, бутоны здесь у нее. Цветонос 1, 2, 3. Мы с вами насчитывали 4, 5. Мы что-то около 6-7 цветоносов насчитывали. Так, а это надо поубирать. Не забыть. То сейчас сниму видео и опять забуду, но уберу, конечно же. Многим не нравится, когда хвои вот так свои усы непонятно куда растят. Но это так забавно. Всегда можно этому воспрепятствовать, если вовремя это обнаружить. И многим не нравятся такие хвои, как лакунозы, которые без конца цветут. Смотрите, на ондулату даже насыпала. Потому что лакунозы, у меня есть эскимо, которая бесконечно цветет, и она постоянно свои цветочки разбрасывает вокруг себя. Так, но у меня есть еще одно цветение. Это невероятно симпатичная, вот такая вот красавица Абавата варигата. Я ее обожаю, ребят. Я ее обожаю. Смотрите, сколько у нее цветоносов в очередной раз. Я даже не могу понять. 1, 2, 3, 4. Ну их больше. Вот 5. И она цветет. Я пока не слышу какого-то. Не, есть аромат. Уже вечереет. И слышен аромат. Она очень красивая. Я вам рассказывала историю про нее. Я ее однажды забыла полить. Ну, не только ее. Я посчитала, что был дождь и влажно. И пропустила один полив. И я нашла ее в очень плачевном состоянии. Листья были прямо обезвожены. Потеряли тургор. Вот этот лист мне очень нравится, красивый. Они просто были как тряпочки. И на мое удивление, я по чуть-чуть ее отпаивала водой. Доливала понемногу воды, доливала. Это было как, знаете, как будто в пустыне Сахара. Ты льешь эту воду, льешь, и она не появляется в блюдце. Растение эту воду потребляет. И в итоге
тургор вернулся, и на следующий день я уже нашла ее в хорошем состоянии. С тех пор я ее стараюсь не забывать. Вот они здесь у меня стоят вместе с Australis Лиза и пересыхают очень быстро, потому что хотя здесь притенение, здесь солнце и здесь очень жарко. Хотя тут на верхнем этаже тоже тепло. В общем, вот такие дела. Сейчас покажу вам еще, кто у меня здесь произрастает. Убрала я вниз вот эту красавицу EPS 961, по-моему, так ее зовут, потому что она у меня обожглась. Я вам показывала. На солнце обожглась. Она сейчас растит такие уже огромные листья. Он еще мягкий. Но, по-моему, здесь тоже солнце поработало. Видите? Я вижу, что этой хвое нужно такое место. Здесь сюда солнце тоже приходит утром. Утренние часы. Солнце светит. И вот такие ожоги на листиках. Я очень расстроилась. Но что делать? Вот сейчас я тоже, наверное, ее куда-то уберу. Наверное, где-то здесь поставлю. Возле кактусов. Вместо кактусов, скорее всего. А кактусам нужно солнце. Они пойдут на ее место. Кактусы переживут любое солнце. Ну, завтра посмотрим. Здесь, по-моему, тоже солнца достаточно, хотя очень низко расположено растение теперь у меня. Но мне не хочется, чтобы она получала ожоги. Но она замечательная. Она мне очень нравится. Эта собака просто невероятная. Здесь тоже у меня семейка хой, которая мне нравилась. Мое южное окно. И они тоже теперь здесь. Единственное, что я не знаю, как быть вот с этой красоткой. Здесь в полутени она немножко вот так ушла. Ну, больше зелени дает на листьях. До этого, когда стояла на солнышке, у нее листья были просто в полной заливке. Ну, буду наблюдать. Если что, буду что-то предпринимать. Ого! Я уже испугалась, думала, что лист я прихватила держателем. Очень маленькое междоузлие. Мне показалось, что этот лист прям под этим крокодильчиком. Так, это хоя Карноза Нова Хост. Недавно девочки просили у меня срезик от нее, но она пока не готова. Она еще не нарастила массу. Здесь был еще один усик. Он не развивался, вот его я черенковала. А этот развивается пока. Очень, кстати, она медленно растущая. Даже в сравнении с Аргентия Принцесс, я вам так скажу. Вот так получилось у меня. Вот ее соседка Собак Бьюти. О, это вообще непослушная дама. Кстати, у меня здесь, вижу, готовится цветение у хои эллиптика, но, к сожалению, я вижу, что, похоже, эта корзинка плохо себя чувствует. Да? Или мне так кажется, или она просто еще нарастает. Но в сравнении с этой, такое ощущение, что она еще не цвела, что она хочет сбросить с этого цветоноса бутоны. Может быть, она... Тут у меня фаленопсис позирует. Может быть, она у меня просохла. Да, смотрите, они сыпятся. Да, возможно, я не полила ее вовремя. Сейчас я буду это исправлять. Здесь керамический горшок, и она очень быстро просыхает. Удивительно. Либо это, знаете как, растение, возможно, не тянет. Она всегда цвела у меня только на одну корзинку. Ну, в прошлом году так было. Очень красивое цветение у этой хои. Ароматное, великолепное. Приятно слушать ее аромат.
Но, возможно, вот этот цветонос, он прошлогодний. Но что-то в этом году пошло не так. Цветение было на этом цветоносе, а это уже новый цветонос. И он доминирует, натягивает на себя, видимо, всю влагу. Сейчас я полью, но этим я не исправлю уже ситуацию, она осыпется. Так, Собак Бьюти у меня дал вот такие усы огромные, видите? Они за все цепляются. Ну ладно, пускай идут. Я не хочу пока их накручивать. Они обычно, когда их только возьмешь, крутанешь, там что-то сделаешь на опору, они начнут отсыхать. Либо тоже, кстати, сухая хуя. Странно. Я не поливала эти хуи, видимо, давно. Поэтому я поплатилась за свою невнимательность вот тем, что у меня сбрасывается цветение. Ну ладно. В общем, сейчас я буду поливать вот эту компашку. И если крутанешь эти усы, я продолжаю свой рассказ, то они засохнут, либо остановятся в росте. Так, вот здесь еще моя одна красивая хоя. Латифолия Pot of Gold. Как-то она даже после пересадки вроде ожила, но она больше все дает листья, но я не вижу у нее ус. Хотя, вероятно, вот это и есть тот самый долгожданный ус, но он как-то неохотно развивается. В общем, всем нужно в этой компании предложить подпить. Иначе дело не будет. Все пересохли. Так, здесь у меня Светлана. Она ус растит вот туда. Видите? Здесь у меня уже практически укоренился и тоже высох грунт. Это черенок от моей замечательной большой взрослой хои, которая называется Пубикаликс. Так, вот этот наш новоприбывший. Пока я не вижу у него, это Каудата аргенти. Арген, так кажется, она звучит правильно. Ну, она пока, ребята, ничего, ну, никаким образом не показывает уже несколько недель, что она, хотя, подождите. О, я просто невнимательно смотрю. Мне кажется, что точка роста все-таки ожила. Или мне так этого хочется, или... Ну, давайте вместе. Но мне показалось, что там какое-то движение началось. Да, хочу я верить, что это скоро будет все в порядке. Так, сегодня я поливала вот эту красоту. Кстати, тоже цвела. Вот остался один бутончик. Но цвела так быстро, что никто не успел понять, что это было. Была такая маленькая корзинка. Это первое цветение этого черенка, который уже превращается в полноценное растение. Это очень у меня долго растущий, медленно развивающийся черенок хои Белла Луис Буис. Ну, интересно за ней наблюдать. Она наконец-то начала ветвиться. Видите? Вот так вот. И это мне нравится. Я хочу большой пушистый куст. Вот еще одна красотка, которая у меня тоже наконец-то пошла в рост. Но это очень медленно происходит. Это моя Navabaensis. Navabaensis. Как правильно? Navabaensis или Navabaensis. Ну, в общем, вы поняли, это очень красивая, варигатная, с таким космическим сплэшем хоя. Розовый у нее немножко загар. Она просто прелесть. Просто прелесть. И представьте, вот это за год выросло с 2 маленьких листиков. Мне приехал черенок. Я не могу назвать его черенком. Это было 2 листика на веточке, на палочке. 2 листика на палочке. Ну, самый маленький черенок, наверное, который был у меня когда-то
Но это было настолько, даже не было прогноза на эту хою. Так, что тут у нас еще? Ундулата. Ундулата. Это ундулата, черенок от моей ундулаты. 2 листика, корешки. Все нормально. Жду, когда заактивничает точка роста. Это будет здорово. А ну. Ну, возможно, ну, это, по-моему, это корешок у нее идет. А может быть уже и стебелек. Так, и вот моя Аргентия Принцесс, которую я порезала. Жду, ребята, от нее движения, роста. Пока тишина. Вот так пересадила ее я когда-то, когда она еще была взрослой, большой хоей, в такой горшочек с автополивом. Мне эти горшочки для хоечек очень нравятся. Возможно, что я еще их подкуплю и пересажу и эту, и особенно вот эту. Вот эту надо прям срочно пересаживать. Она очень летом много пьет. Ее нужно прям каждый день поливать. Ну, можно, конечно, и здесь, и организовать фитилек. Но лучше всего перевалить вот в такой вот стаканчик. Хотя, наверное, в такой она уже и не поместится. По высоте я имею в виду. Видите? Ну ладно, посмотрим. Что-то мы ей придумаем. Это просто будет проще за ней ухаживать. Сейчас это намного тяжелее. Постоянно мониторить ее состояние. И вот хои, если не польешь, они обязательно сбросят цветение. Понимаете? С листьями ничего не произойдет. Вот они в тургоре. А на цветение это повлияет. Вот как-то так. Так что, друзья мои, вот такие наши дела. Здесь у меня еще 2 хои. Хоя Фичи. Она у меня как-то никак не придет в себя. Но уже в этом большем горшке она начала лучше расти. Было у нее какое-то поражение грибка. Вот такой приехал черенок в подарок. Он был какой-то немножко не совсем такой, не совсем отличный. И вот он был с такими поражениями. Хотя нет. Эти поражения уже у меня возникли в период повышенной влажности и холодной температуры в мае месяце. И вот уже в июне вот эта пара листьев уже не так поражена, выросла. Но все-таки тоже как-то вот не радует меня Фичи. Фичи меня пока не радует. Как-то вот так. Может, ей место здесь не подходит на солнечном окне. Это мой фувоенсис. Он молодцом. Он нормально растет. У него еще один ус. В общем, он прекрасный карапуз. Все, друзья мои. Всем мира и добра. Всем привет от меня большой. Сейчас я прям бегу, срочно бегу за поливочной водой и поливаю вот эту вот поляну. Как оказалось, у нас здесь катастрофа. Светлана, кстати, растит новый лист. Вот такой. С каждым днем он все больше и больше. Это вот прям прогресс в моих условиях. Ус, вот я вам говорю, туда пошел. Она выгнала длиннющий вот этот ус. Я его закрепила. Вот так вот. И теперь наблюдаю за ее новыми листиками. Будет прикольно, когда она все-таки не с палкой, с этой длинной будет стоять, а все-таки смилуется надо мной и нарастит красивые листвы. Все, друзья мои, напоследок вам вот такая вот красота в ленту. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Ой, чтобы еще эти не обсыпались, надо срочно поливать.